Всем доброе здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать, как правильно установить фреймворк Flutter на свой компьютер, работающий под операционной системой Windows. Идея создания этого видео возникла у меня после того, как я решила реализовать свою очередную гениальную идею именно на Flutter. Но я так устала его устанавливать, что даже забыла, зачем он мне вообще был нужен. На самом деле, поискав на YouTube видео по установке этого фреймворка, я нашла много интересных обучалок, но не нашла ничего, что помогло бы начинающему программисту не отказаться от изучения фреймворка Flutter и языка программирования Dart в процессе установки необходимого программного обеспечения. Нет ни одного видео, описывающего весь процесс установки от начала и до конца для тех начинающих программистов, у которых на компьютере и из приложений для написания кода есть только блокнот. Для того, чтобы в процессе установки ничего не пропустить, я воспользовалась официальным сайтом разработчика фреймворка www.flutter.dev. На сайте есть вся необходимая документация и обучающие видеоролики для освоения работы с Flutter и Dart. Для загрузки установочного пакета фреймворка перейдем на сайт разработчика www.flutter.dev. В верхнем правом углу есть ссылка для перехода на страницу выбора операционной системы, установленной на вашем персональном компьютере. Нажимаем на Get Started. В моем случае, как и в вашем, необходимо нажать на кнопку Windows, которая перенаправит нас на страницу скачивания установочного пакета Flutter SDK. Но непосредственно перед скачиванием необходимо проверить свое программное обеспечение на соответствие требованиям к установке нужного нам фреймворка. Если все нормально, то листаем страницу вниз. Находим ссылку для скачивания установочного пакета последней стабильной версии Flutter SDK. Нажимаем на ссылку и после скачивания пакета переходим в папку «Загрузки» на ПК. В загрузках находим zip-файл с дистрибутивом и извлекаем его. На сайте разработчиков указано, что Flutter не стоит устанавливать по пути, который содержит специальные символы или пробелы, а также не стоит его устанавливать в каталог Program Files на диске C, для которого требуются повышенные привилегии. Я выбрала папку SDK Flutter на диске C. Извлекаем Flutter в выбранную папку, проверяем. Все отлично. Теперь необходимо добавить путь к исполняемому файлу Flutter в системную переменную path, которую операционная система использует для того, чтобы найти необходимые исполняемые объекты в командной строке или в окне терминала. То есть, прописывая путь Flutter в переменную path, вы тем самым в дальнейшем можете запускать команды Flutter в обычной консоли Windows. Итак, открываем пуск. И там в строке поиска вводим изменение переменных среды текущего пользователя. И выбираем найденный результат. В открывшемся окне переменные среды смотрим наличие переменной path. Если ее нет, то нажимаем кнопку «Создать». Если она есть, то «Изменить». В моем случае это второе. Вот мое окно изменения переменной среды. Если переменной path не существует, создаем новую пользовательскую переменную path, прописывая в ней полный путь к папке bin в созданной нами папке с Flutter. Если переменная path уже существует, как в моем случае, то добавляем к ней полный путь к папке bin в созданной нами папке с Flutter. Полный путь к папке bin можно посмотреть в созданной нами папке, куда установлен Flutter. Для проверки правильности выполненных нами шагов откроем командную строку Windows от имени администратора и введем в ней команду Flutter. Будем считать, что вы внимательно смотрели видео до этого момента и нигде не ошиблись. Тогда отклик в командной строке будет выглядеть так, как у меня. Если у кого-то получилось что-то другое, то вернитесь на несколько шагов назад и повторите попытку. Ну а мы будем следовать дальше. Для того, чтобы узнать, какие следующие шаги нам необходимо предпринять для устранения зависимости и завершения установки Flutter, мы вводим в консоли Windows команду Flutter Doctor. Эта команда проверяет нашу среду и отображает отчет о состоянии установки Flutter на наш компьютер. Давайте посмотрим на сообщение в терминале.
В моем случае указано, что необходимо исправить 3 ошибки. Первое – это установить Android SDK. Второе – установить инструменты командной строки в Android SDK. И третье – установить Visual Studio. Возвращаемся на страницу установки Flutter и находим ссылку на сайт разработчика для загрузки установки Android Studio. Как вы уже догадались, на этой странице необходимо нажать на большую зеленую кнопку, которая приведет нас на страницу лицензионного соглашения Android Software Development Kit или SDK, использовать которое мы можем только после согласия и принятия требований разработчика программного обеспечения. Лицензионное соглашение состоит из 14 пунктов, суть которых сводится к тому, что Google дает вам право использовать SDK исключительно для разработки приложений для совместимых реализаций Android, законные права пользователей которых должны быть защищены. Еще много строк в лицензионном соглашении занято отказом Google нести какую-либо ответственность перед вами. Короче говоря, пролистывайте соглашение вниз, ставьте галочку в чекбокс, нажимайте на большую зеленую кнопку и переходите к процессу установки Android Studio на ваш ПК. Для этого надо открыть загруженный установочный .exe-файл. Исследовать инструкции установщика. Дожидаемся окончания процесса установки, ставим галочку в чекбокс Start Android Studio и нажимаем кнопку Finish. После этого запускается процесс установки компонентов SDK. По окончании завершения процесса установки Android Studio возвращаемся к терминалу командной строки и еще раз запускаем Flutter Doctor. Тем самым мы узнаем направление нашего дальнейшего движения. Проверяем сообщение. У меня теперь установлено Android Studio, но не хватает инструментов командной строки и лицензии Android SDK. Ну и Visual Studio тоже пока еще отсутствует. Возвращаемся в Android Studio и настроим свое Android-устройство для запуска и тестирования приложений Flutter на устройстве с операционной системой Android. Для этого нам потребуется телефон или планшет под управлением Android 4.1, уровень API 16 или выше. В первую очередь необходимо включить параметры разработчика и отладку по USB на выбранном устройстве. Затем надо установить драйвер Google USB, для чего в Android Studio в верхней строчке нажимаем на меню инструментов Tools. Находим SDK Manager и нажимаем на нее. В открывшемся окне в меню слева находим подменю Android SDK и выбираем вкладку SDK Tools. На вкладке SDK Tools отмечаем галочкой Google USB Driver. Подтверждаем изменения нажатием на кнопку ОК в диалоговом окне. Ждем, пока Google USB Driver установится на персональный компьютер. После завершения установки компонента нам становится доступна для нажатия кнопка Finish. Нажимаем на нее. Теперь подключаем Android-устройство к USB-порту компьютера. При появлении запроса на подключаемом телефоне или планшете разрешаем компьютеру доступ к нему. Для того, чтобы убедиться, что Flutter распознает подключенное устройство Android, возвращаемся в терминал и вводим команду Flutter Devices. В моем случае все прошло отлично, и подключенный планшет успешно распознан. Чтобы подготовиться к запуску и тестированию созданного приложения Flutter на эмуляторе Android, нам необходимо этот эмулятор настроить. Для этого, если справа у вас нет открытой вкладки Device Manager, то в верхней строчке выбираем меню инструментов Tools и в выпадающем списке нажимаем на Device Manager. Если справа уже есть открытая вкладка Device Manager, то нажимаем кнопку Create Device. В открывшемся окне выбираем предустановленный шаблон, нажимаем кнопку Next. Затем выбираем образ операционной системы и опять нажимаем кнопку Next. В разделе «Эмуляция производительности» выбираем оборудование GLES 2 для включения аппаратного ускорения. Убеждаемся, что конфигурация нашего виртуального устройства верна, и нажимаем кнопку Finish. В диспетчере виртуальных устройств Android нажимаем на треугольную кнопку Run, тем самым мы запускаем наш эмулятор. Запущенный эмулятор отображается в правой нижней части Android Studio.
Пришло время согласиться с лицензиями платформы Android SDK. Но до этого нам необходимо сделать еще один шаг. Установим инструменты командной строки Android SDK, для чего перейдем опять в меню инструментов Tools. Затем слева выберем Android SDK и на вкладке SDK Tools поставим галочку напротив строки Android SDK Command Line Tools Latest. Нажимаем ОК. Немного подождем, пока необходимые компоненты установятся. И нажимаем на кнопку Finish. Все. Теперь переходим к нашей командной строке, в которой запустим команду Android Licenses, позволяющую нам подписать все необходимые лицензии. Приступаем непосредственно к самому процессу подписания лицензий. Первым пунктом нам предлагают посмотреть лицензии, которые не были приняты в процессе предыдущих установок. Отвечаем Yes, а точнее вводим латинскую букву Y. Выкатывается первая лицензия, датированная 2011 годом. Она содержит целых 14 пунктов. Отвечаем Yes, то есть Y. Следующая лицензия датирована 2019 годом. Соглашаемся. Еще лицензия за 2013 год, с ней тоже соглашаемся. Со следующей лицензией мы тоже соглашаемся и отвечаем Yes. И на последнюю лицензию тоже отвечаем положительно. После всех манипуляций в терминале выходит сообщение о том, что мы согласились со всеми необходимыми лицензиями SDK. Вводим в очередной раз запрос Flutter Doctor, нажимаем Enter, и вуаля, все отлично, кроме того, что до сих пор не установлено Visual Studio. Возвращаемся к сайту разработчиков Flutter. Находим на странице ссылку для установки на свой персональный компьютер платформы Visual Studio. Нажимаем и переходим на страницу выбора той версии платформы разработки, которая нам нужна. Что-то мне подсказывает, что это будет версия Community. Нажимаем. И немного подождем. В появившемся окошечке нажимаем кнопки «Продолжить». Опять немножечко ждем. После чего появляется окошечко немножечко побольше, в котором нам предложено выбрать компоненты, необходимые для установки. Для выбора компонентов двигаем ползунок вниз. Ставим галочки напротив «Разработка классических приложений на C++ и разработка мобильных приложений на языке C++. Нажимаем кнопку «Установить» и ждем. После завершения установки на экран выходит маленькое окошечко, сообщающее нам об этом торжественном событии. И в окошечке необходимо нажать на кнопку ОК. Все, Visual Studio установлено на наш компьютер. Но нам необходимо убедиться, что все компоненты установлены правильно, и мы не допустили нигде ошибку. Поэтому вводим в командной строке запрос Flutter Doctor. И у меня все отлично, как и у вас. Но это еще не все. Наши танцы с бубном еще не закончены. На сайте разработчика Flutter перейдем к следующему шагу, нажав на ссылку Set up an Editor, то есть настроить редактор. На этом шаге разработчики сообщают нам, что создавать приложение с помощью Flutter можно, используя любой текстовый редактор в сочетании с инструментами командной строки Flutter. Но они настоятельно рекомендуют использовать один из указанных плагинов для редактирования. На сайте прям так и сказано, что нам эти плагины необходимо использовать, чтобы получить еще больше удовольствия. Кто мы такие, чтобы сопротивляться? Поэтому давайте установим VS Code, который будет нам это удовольствие предоставлять. Переходим по ссылке VS Code для скачивания нужного нам плагина и нажимаем на большую синюю кнопку Download for Windows. Я не стала ее здесь обозначать красным, так как надеюсь, что вы не промахнетесь. VS Code является легким редактором с полной поддержкой запуска и отладки приложений Flutter. В появившемся окошечке принимаем условия лицензионного соглашения и нажимаем кнопку «Далее». Затем еще раз нажимаем кнопку «Далее», а затем нажимаем кнопку «Установить». В очередной раз ждем окончания процесса установки. После того, как мастер установки завершил свою работу, в окошке отмечаем галочкой «Запустить Visual Studio Code» и нажимаем кнопку «Завершить». Установленный и запущенный VS Code выглядит вот так.
Теперь давайте проделаем оставшиеся манипуляции. В верхнем горизонтальном меню нажимаем «Вид», в выпадающем меню «Палитра команд». В поисковой строке вводим «Расширение», «Установить расширение». Нажимаем на пункт, соответствующий нашему поиску. У нас открылось окно с разнообразными плагинами. В поисковую строку вводим Flutter. Нам нужен верхний найденный элемент. Нажимаем «Установить». Вместе с плагином Flutter на наш персональный компьютер устанавливается еще и Dart. После завершения установки наш VS Code выглядит вот так. Но на этом процесс установки Flutter все-таки не закончен. В верхнем меню опять нажимаем «Вид», «Палитра команд». В поисковую строку вводим Doctor. Нам необходимо найти команду Run Flutter Doctor. Нажимаем на нее. Flutter Doctor запущен, и нам остается только немного подождать окончания его проверки. Результат своей работы мы можем оценить в области, которая находится внизу во вкладке «Выходные данные». В моем случае Flutter Doctor проблем не обнаружил. Надеюсь, что и у вас точно так же. Теперь нам остается только протестировать работу установленного нами Flutter. В очередной раз нажимаем «Вид» в верхнем меню, затем «Палитра команд». Через поисковую строку ищем Flutter New Project и нажимаем. Выбираем Application. Создаем или выбираем родительский каталог для папки нового проекта. Вводим имя проекта, например, Flutter Application 1, и нажимаем Enter. Дожидаемся создания нового проекта и появления файла main.dat. Ну что ж, теперь давайте развернем наш VS Code на весь экран, порадуемся тому, что установка Flutter и необходимого программного обеспечения для написания проектов прошла успешно. Огромное вам всем спасибо. Ну и, конечно, хочу вам напомнить, что если я помогла решить вам вашу проблему, надо делиться лайками. Пока-пока и до новых удивительных встреч!